You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to schooling, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. Want a whole lot of love. Want a whole lot of love. Братва, всем здорово! Мы снова в Японии, и мы приехали за очередной порцией невероятных историй. Эта поездка была насыщена настолько, что мне даже не передать словами. Мы побывали в стриту, мы покатались на джимниках, посетили ряд новых для нас достопримечательностей. И самое главное, мы теперь здесь, на Эбису, врываемся в лютую движуху на вот этой невероятной ракете. Как вы можете увидеть, ствол с прошлого раза немножко потолстел. Да-да, это именно нужно для того, чтобы можно было перевозить больше резины и больше ее точить. На самом-то деле, ребята из Акибона жестко заморочились и подготовили эту ракету специально для этого ивента. Нас ждет неделя дрифта на Эбису, где мы ворвемся в соревнования, где мы покатаемся на Мацури, ну и просто максимально кайфанем. Ну и я прошу обязательно досмотреть этот ролик до самого конца, потому что, как всегда, в самом конце вас ждет самое интересное. Это ништяки с Японии. В этот раз я постараюсь сделать чуть больше призовых мест, потому что, ну, вас много. Вас очень много, и ваши теплые слова под предыдущими роликами ну просто греют душу и мотивируют вновь сюда приезжать и творить просто историю. Конечно же, я хочу выразить огромный респект моим друзьям из Акибона за предоставленную возможность, за вот эту невероятную ракету. Я на нее просто насмотреться не могу. И за все то, что мы увидели за этот трип. Всем приятного просмотра, а мы перемещаемся в гараж Таямы, где, собственно говоря, сейчас начнем заниматься ракетой. Мы в Таяме, на базе у пацанов из Акибона. Ствол в полной боевой, ну почти. Остались некоторые мелочи, которыми как раз таки я сейчас и занимаюсь. Изначально ракета была полный сток из-под деда, она вообще была серого цвета на автомате. За несколько месяцев абсолютно все было пересыпано, мотор доставали, обслуживали, подвеска перед-зад полностью обслуживалась и была установлена новая 154-я коробка. Также все полностью по возможности было выпилено, задние стекла удалены и установлен каркас. Именно та штука, по которой мы не смогли в тот раз участвовать в соревнованиях. Теперь, я надеюсь, нас пропустят и никакой проблемы не будет. Собственно, абсолютно стандартный GZ, исключением буст-контроллера, который мы вот только-только поставили, настроили на килограмм буста, все остальное просто вообще сток и все. И все это будет люто вести программу, я больше чем уверен. Так как многие узлы в этой тачке были доработаны, ее нужно по-хорошему проверить. И на днях мы поедем на ближайший трек от Таямы. Я уже там, кстати, был. Мой первый дрифт в Японии был именно на этом треке. Мы поедем туда, немножко нагрузим ее, посмотрим все узлы. Мы сюда можем вернуться и все это перепаять, переделать и спокойно дальше потом поехать на Эбису. Поэтому выделим денек, затестим и после этого поедем на неделю, на жаркую неделю на Эбис. Ну чё, братва, мы на стрит-движухе, я весь экипирован по полной. Просто трэш какой-то, тут в смысле столько стритовиков, я вообще в шоке. Я думал, что я много
многое видел, и во всяком стрите участвовал, и бывал, но вот это просто что-то с чем-то. Это очень лютое место. На вот этом марке катает дедушка, ему там 60 плюс лет. Он, короче, лютый. И реально дед сидит за рулем. Просто посмотрите, как эта тачка выглядит. Она просто собрана по всей школе вообще, по всем канонам. И это вот, ребята, сотик того самого деда, которому 60 плюс и который наяривает тут очень сильно. Один из, наверное, таких со стороны сумасшедших. У меня сейчас сердце стучит так, как не стучало, наверное, никогда в жизни. Я просто прыгнул к незнакомому типу, я бы никогда в жизни так не сделал. Мы просто сидим, тут ни ремней, ничего, каркас просто мне в голову упирается. Блин, это очень сильно. Тут просто такая движуха. SX у него, кстати, сильно выглядит, и ехал он очень сильно. Это очень жестко. Братан, да ну нахер! Это пизда. Это пизда. Это ебать. Да ну нахер! Сука! Да ну нахер! Сука, капец ты сильный, брат, ну ты вообще даешь. Просто посмотрите на этот паровоз, да ну нахер. Very good. Окей. Окей. Let's go. One more time, перезаезд, говорит у нас. Как им нравится вот так вот все на грани, короче. Народ там припаркован, они прям на грани везде пролетают, это жестко. Это просто нахер! Ой, братан, ты че, ебанулся? Какой трек охеренный просто, вообще такой топ. Техничный, чик-чик-чик-чик, везде все эти перекладочки. Такой добродушный. Извиняется что-то. Он еще вот это все наклеил. Я не знаю, как он смотрит, куда что видит. Очень жестко, очень круто. Эмоции просто зашкаливают. Каждый раз, сука, приезжаю в Японию, думаю, меня уже ничего не удивит. Ну как не удивит, когда вот такое вот просто видишь, в таком участвуешь, это просто капец. Arigatou gozaimasu. Very good driver. Окей, thank you. Блин, силовик, какие, сука, добрые еще. Посмотрите на нее. Просто по всем канонам стрит-дрифта собранного. Просто взгляните на нее. Блин, это просто такой стиль вообще.
Я, честно, восхищен нашими братьями-монголами. Наш брат, который вызволил нас из сегодняшней гулянки, звонит, говорит: все, поехали, сейчас движуха будет. Он нас просто вывозит на эту движуху всю. Мы там получаем просто невероятные эмоции. Сейчас еще и привозят этот гараж. Я все это вижу и понимаю, что вот это настоящие типы. Вот это типы, которые просто горят этим настолько, что, ну, я реально... У меня просто нет слов. Модельки, вот этот вот уголок как построен. Ну, блин, просто вот по гаражу этому ходишь, и каждая мелочь, она вот просто цепляет. Вот реально, очень круто. В смысле, я вообще в шоке. Ребята просто, ну, нереальные. Чайзер, сотый. Супра, офигеть просто. Я такого даже вживую не видел никогда. Причем, что сколько в Японии был, реально ни разу не видел, чтобы хотя бы хоть одна проехала. Это что Mazda RX-7 вот в таком облике, как вот из Форсажа. Формула? Yeah. Формула, это типа из Формулы Дрифт, короче, тачка собирается туда. Вы понимаете, масштабы. Просто ты залетаешь вот так в гараж, а у тебя в гараже вот такая движуха. Вот тут вот вечерком вот там с пацанами сидишь, кайфуешь, развлекаешься. Снарядившись по полной, просто вообще распаковал весь чемодан, все на себя надел, дабы прибыть на одно из самых популярных мест Ямы. Это, собственно говоря, Снежный коридор. А мы сюда приехали на туристическом автобусе, мы когда проезжали, прям вот было видно, как, я не знаю, ну автобус, наверное, раза в 3 ниже, чем вот эта вот стена. Это очень круто. Вообще, как это все здесь появилось? Значит, всю зиму снег скапливается, и в моменте тут проезжает, значит, техника и счищает всю эту дорогу. И буквально, по-моему, около месяца длится вся эта вот история с экскурсией. То есть можно приехать и в течение месяца лицезреть вот эту всю красоту. Я рад, что мы выделили один из дней в своем плотном графике, дабы посетить это место, потому что тут действительно очень круто и очень холодно, потому что мы с плюс 20 почти в 0 приехали. Можно сказать, мы приехали прям в самый пик этой движухи, потому что неделю назад только эти ворота открыли, поэтому народу тут, конечно, ну прям, ну как всегда, вот куда на самом деле не сунься в Японии, какую достопримечательность не посети, народу всегда много. Но в целом это вообще не мешает насладиться. Вот, собственно говоря, вся информация. 12 метров, это, собственно, я так понял, самая высокая часть. Потому что вот тут, где мы стоим, тут, наверное, как будто меньше, чем 12 метров. 2 градуса, и это, я так понял, над уровнем моря. Мы на высоте, на такой. Да сюда, блин, капец еще влезет. Автомобиль-то предназначен для чего? Все, сейчас мы подзаправимся и выдвигаемся потихонечку. Тачка, кстати, на номерах, и поэтому у нас есть возможность ездить по городу на ней. Так, все это необычно опять вновь все это переживать, потому что в очередной раз мы в Японии, в очередной раз на все это смотришь и в очередной раз думаешь, что это какой-то сон. Красиво. Конничева! А чё вы как у нас купили? Привет. Ты чё, сука, казак Юрич тут устроил? Везде пап сидел, шагает, это важно. Реально? А сейчас мы вдвоем будем шагать, ты в курсе? А это здесь кто сидит? Салам алейкум, доброе утро! Ты чё тут устроил? Как вы? Нормально?
Мы тут не одни на таком эксклюзивном автомобиле. Наши братья тоже приобрели. Значит, у нас теперь в команде Вероса, 2 фашки, но они уже настроены, с ними все хорошо. А вот эта тачка свежекупленная, отстроенная. И вот сейчас ребята тоже, мы сегодня договорились. Они с Фукуи приехали, а мы, получается, с Тоямы. Договорились сегодня встретиться на аварии, дабы все это дело потестить. Хорошо рулит тачка, да? Ну так вообще вроде неплохо. Ну, если шевелится хорошо. Давай еще стену! Сука, хорошо! Разошелся серый. Без бампера едет. Ты всю тачку сломал, уже Эбису не началось еще. Видишь, вообще хорошо, да. Ну как прошли? Ты, сука, всю тачку расхреначил за 0 секунд. Да не, красиво, подготовил к Эбису. Подготовил. С сторон было одинаково. Нормально, как на этом. Так же, как на Как на Минаме, да, было. Вообще филигранно. Четко вообще. Все, сейчас я тогда зарегаюсь, тоже надо покататься чуть-чуть. Все вроде так понятно. Единственное, что, ну, ощущается вот эта парусность, короче. Очень, вообще по-другому. Да. В целом все послушно, все рулится, все едет. Ну, надо просто приноровиться. Почему ты после этой дуги выпрямляешься? А зачем мне там ехать? Мне Да? там неинтересно. Резина, смотри, как равномерно стирается. Налью нас. Попали. Попали. Да. Вроде совсем недавно все это проходил, но вновь пройти это, конечно же, вообще очень сильно предвкушаю. Прям лютый кайф. Круто, что еще все свои братья тоже также в сборе. Слушайте, у меня, как всегда, эмоции сейчас переполняют, и весь ролик будут переполнять, но, по сути дела, что? Я думаю, что многие меня поймут. Это нереально круто. Народу в этот раз тоже собирается очень много. Мы чуть-чуть отдохнем и уже встретимся непосредственно на Эбису.
У нас доброе субботнее утро, тачки уже на Эбису, а мы врываемся в знакомую мне и моему региону движуху. Вылазка на джимниках. Стволы полностью подготовлены, ребята их всю ночь просто собирали. Тояма — это то место, где очень красивая природа. Нам, собственно говоря, выделили вообще ствол целый, чтобы мы сегодня окунулись максимально в атмосферу природы Тоямы. Вчера сюда поставили новые покрышки, и они там трут кузов. С покрышками был куплен лифт не успели поставить. А получается так, что с этими покрышками мы никуда не поедем, потому что на вывороте и, значит, на вот этих вот всех кренах очень сильно натирает. Нам на помощь пришел автомобиль, который ребята местные называют Ишак. Он без мотора, но у него есть колеса, подходящие нам. Там какая-то грязевка такая подуставшая, сейчас его вкинут. И мы выдвигаемся в движуху, это просто капец. Тачка лютая, наверное, самая лютая среди всех, что здесь есть. У нее по всему кузову идет каркас. Вчера поставили туда какую-то усиленную турбину. Но сегодня, в общем-то, все потестим, посмотрим. Я вообще предвкушаю. Это только дорога до так называемого спота, а я уже просто ошарашен всеми этими видами. В смысле, едешь со всех сторон горы. Насколько же Тояма приближена по духу просто. Это далеко не 23-й. Я даже не знаю, что это такое. Это как что-то от Mercedes, что-то старое, что-то большое и что-то с кузовом. Вот такой стоит у ребят, значит, на базе. И сегодня мы едем в том числе и с ним. Вот грузоподъемность. Можно, кстати, целого джимника туда запихать. Да даже, наверное, двух, если поместится. Тояма сегодня радует просто невероятной погодой. Хотя стоял дождь, я очень рад, что сегодня солнечно. И мы сможем насладиться вообще максимально этой поездкой. Отличительная особенность японского леса в том, что мы уже, по-моему, уже где-то в глубине тут леса, и тут все еще асфальт. Мы едем с таким комфортом. Ну а разметка в лесу на выложенном асфальте, такого я, конечно, еще не видел, это очень сильно. Вот это уже более привычная атмосфера. Наконец мы добрались до грунтовой части дороги. Ну вот сейчас вот Чим тут чисто походу на джимниках прорывается. Тачка ж прям дрифтит. Давай, маленький. Ну и в завершение этого прекрасного путешествия мы ворвались в лесу. Вот такая вот, значит, оборудована беседка. Небольшой кемпинг устроим и поедем уже домой. Вообще кайф. На такой аппаратуре я, конечно, еще не катался, это очень сильно. Мерседес, Ну, наверное, это лучшее завершение дня. Чим домой на этой лютой ракете. Грязный, уставший, просто капец. Один из дней, который мы запомним действительно надолго. Очень круто.
Какие они такие это. Да, да. Козочки. Братва, ненадолго я переместился на нашу стоянку во Владивостоке, и позади меня свежепривезенные стволы для наших клиентов и в том числе для подписчиков. Мы продолжаем нашей сплоченной командой под руководством моего родного брата Байрама осуществлять мечты, как он говорит, наших клиентов. Сейчас просто бомбический курс, чтобы завалить себе какую-нибудь ракету. И сейчас я на конкретных примерах вам это продемонстрирую. Mercedes C-класс кабриолет с Японии зашел под ключ во Владивосток в 1,6 миллиона рублей. Honda Vezel с Китая на левом руле полностью под ключ во Владивосток зашла в 1,8 миллиона рублей. Но это вообще мой любимчик. 7-местный Toyota Esquire, санкция 1.8 гибрид, полностью под ключ для нашего клиента обошлась в 1,3 миллиона. Это вообще лютый ствол. Вот на таком, кстати, можно в Японии чисто бандейкой гонять. Нереальный кайф, тачка максимально комфортная, экономичная, лютый топ. Ценник просто безумный. Вот такое, кстати, тоже можем завести. Ну, не прям такое, но раритетные тачки мы тоже возим. Два самых главных критерия. Это 30 плюс лет и заводское состояние. Для примера, турбо-вэшка 90 с пробегом до 100 тысяч километров можно завести ориентировочно в 2,5 миллиона рублей. Причем, что это будет максимально крутое состояние. И это полная пошлина. На это можно двигаться, поставить на учет. Все наши контакты я оставлю в описании. И как говорит мой брат Байрам, хотя что, пусть сам скажет. Ласточка импорт. Твой ласточка ждет тебя. Well, I feel so drunk and out of my mind. I look for love so hard to find. Yeah, I searched and searched a long, long time. But you'll never see me far behind. 'Cause it's alright. 'Cause it's alright. 'Cause it's Автовоз приехал пару дней назад, тачка стояла там на парковке. Пацаны приехали чуть пораньше нас, перегнали ее сюда, все уже здесь готово. Сейчас первым делом задача все это дело хорошенечко протестить, убедиться, что все узлы работают. И после чего можно потихонечку кататься по трекам, кайфовать и ждать тех самых крутых дней G1 GP, Мацури и так далее. Все, мы сейчас потихонечку занимаемся подготовкой и врываемся в тесты. Ваня, у нас столько вещей, как будто мы сюда на полгода приехали. Ну лучше так, чем потом взорваться и сидеть без ничего. Так, давай. Выезжаем на первые тесты. Суть в том, что на аварии у нас были тесты. Тачка себя проявила супер. Но мы приехали на Эбису, здесь намного холоднее. Воздух совсем другой, тачка может себя совсем по-другому вести. Поэтому мы сейчас погазуем именно на скул-курсе.
где мы в тот раз прям кайфово могли тестить тачку, потому что здесь прям идеальный трек. Здесь и, вот как я говорил до этого, и дуги большие есть, и покороче. И в целом можно тачку прям очень круто нагрузить. И дальше поедем уже на более такие серьезные треки, как и всегда. В общем, сначала нужно все аккуратненько, шаг за шагом, не спешить, потому что дрифт дело такое. Если сейчас сразу куда-нибудь на силовуху поехать, можно тачку так разложить, что все, после этого только домой ехать. Какой-то момент по мощности, какая-то просадка небольшая, немножко не понимаю, сейчас будем решать. Ну вот, собственно, что и хотелось доказать. Вроде как там тестили все хорошо, а тут уже начинаются какие-то проблемы. Но в целом, я думаю, что все это решаем, сейчас мы все это пофиксим, разберемся. Прошли очередные тесты, у нас вроде как все заработало. Основная проблема этой машины в том, что она с завода идет на автомате. И когда ее свапнули, нужно было ставить МТшный мозг. Есть еще такие штучки, обманки типа. Ну, у нас ее называют АТМ-ка, я не знаю, как в Японии называют. Вот мы ее сейчас установили, но у нее есть 5 режимов. И на каждом из режимов нужно покататься и проверить, какой, собственно, рабочий. Вроде как нашли рабочий режим, но первый же круг, и у меня вот эта штука произошла, я даже не знаю, как, из-за чего, почему. Причем, что это место заводское, его просто обрубило, сломало и все. Но у нас есть ZIP, сейчас мы все это дело поменяем и поедем дальше тестить. Yeah. It's the return of the wild style fashion. It's smashing hits, making on to adapt to this. Pizzazz and jazz in this, the cash in this, master this, blast this to make it clap to this. DJs go on cuts and obey the crowd. Just pump the volume up and play it loud. Hip hop's embedded. Before I said I wouldn't let it, but me and the microphone is still magnetic. Straight off the top, I knew I'd be forced to rock. Dead floors to stock, the spot scorching hot. But when I open, rocking my law seminars, massage at the bar, smoking 10-hour cigars while I mind meaties. With more vision than TVs, I find it easy catching diabetes from fly sweeties. Sit back and wait to hear slam and track. Rocking
вообще хорошо. А мне показалось, что по темпу мы даже как будто чуть-чуть это получше. Нормально, надо прикататься. Несмотря на то, что электродроссель немножко выеживается, он, короче, момент такой, что когда ты едешь на малых оборотах, он как будто закрывается. И это не дает нормально, блин, прожать газ и проехать. Особенно, когда ты в затыке едешь, тебе нужно постоянно... Короче, ощущение, как будто ты едешь на очень большой турбине, и тебе постоянно нужно машину наверху, вон там держать. И это очень сильно напрягает, не дает плавности работы, то есть не дает точности вот этой. На том 171 стоял тюнинный дроссель, и он очень кайфово давал поработать газом. Но в целом и так можно ехать, вроде норм. Мы стоим на легендарном месте рядом с легендарнейшим автомобилем. На этой тачке я ездил первый раз на аварии, и с того момента, это прошло несколько лет уже, эта тачка только дорабатывалась. Я на ней ездил на полном стоке, помню, как она еле-еле ехала, бедняжка, на тоненьких колесиках, но сейчас Серый из нее сделал просто ракету. Серега каждый раз приезжает сюда, дорабатывает, каждый раз привозит с России вместо вещей целый чемодан различного тюнинга, устанавливает его сюда, ну и, собственно говоря, тачка просто только преображается, живет свою лучшую жизнь. Почти 500 сил, ну и просто вообще невероятный вид. А это мой самый первый чирк в Японии. Ну не красота ли, а? Ну просто вообще память. А Серый, кстати, уже в следующий раз, в следующую поездку чиркнул на Норскурсе в другую сторону, тоже так филигранно. Я когда эту тачку выставляю куда-то, у меня почему-то постоянно спрашивают, а что это такие за тюнинные стопы? А это, собственно говоря, ответ для тех, кто спрашивал, как вы дрифтите на Минами? Он же давно закрыт и снесен. Нет, он не закрыт, тут гоняют раллисты, и здесь 99% времени именно вот такое покрытие, гравийка какая-то, тут гоняют раллисты на всяких субарях и на всех вот этих вот прочих раллийных тачках. Но несколько раз в году сзади меня он трудяга трудится, чистят полностью вот этот трек. Ну как полностью, на самом-то деле все равно песочек где-то остается, и за счет этого он становится еще опаснее. Я в тот раз, когда катался, если где-то чуть-чуть на песочек наезжаешь, это трындец. Сюда лучше приезжать, наверное, прям в последний день, когда еще помимо трактора народ покатался, песок весь убрал. Вот, братва, зачем вагон. Мы загрузили туда все эти покрышки, диски, и еще места куча, еще можно братву посадить. Исходя из предыдущего раза, очень много моментов для себя выяснил, которые в этот раз я, собственно говоря, и применяю, чтобы чуть-чуть облегчить себе жизнь, чтобы не было суеты. Пока есть время, мы сейчас переобуемся, завтра что-то сделаем, послезавтра, и ближе к соревнованиям у нас все будет готово, поэтому сейчас все это сделаем потихонечку и поедем кушать суши. Ну а для вновь прибывших хочу немножко рассказать про это место. Эбису — это огромный горный комплекс, на котором очень много дрифт-станций. И я в те разы прокатился абсолютно на каждом из треков, начиная от школьных, заканчивая лютыми треками, которые позади меня как раз-таки находятся. Это Хигаши курс, там постановка под 150+. И в этот раз, приехав, я сделал для себя выводы с той поездки, что в целом многие треки мне не особо интересны. Ну и, конечно, с того раза поменялся мой любимчик по трекам ТГ курс. В тот раз я здесь покатался с таким кайфом, мне так понравилось, что Хигаши теперь перешел на второе место. Здесь я планирую покататься в последние дни, что Тогу курс, что Хигаши. Наверное, мы на Мацури покатаем, потому что эти треки достаточно сильно убивают машину, очень сильная нагрузка идет. Хочется до соревнований тачку сохранить в хороших кондициях, поэтому мы сейчас катаемся на Норс курсе, тренируемся на Ниши, а потом ближе к Мацури вернемся на эти сильные треки.
Значит, мы с ребятами все собрались в одном месте на Минаме. Тут очень тихо, потому что на Минаме особо никто не катается. Дрифт-план на эту неделю. У нас 3 дня свободного катания. Дальше в пятницу у нас соревнования G1 GP. И суббота-воскресенье будет 2 дня Мацури. В субботу весь день Мацури с утра до вечера. В воскресенье полдня всего. В тот раз мы на всех треках практически прокатились в той или иной степени. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Я теперь знаю, какие прям топовые. Мы поедем только по ним. Что, снова стоим в пробке на дрифт, ждем светофор. Приехали сейчас на Норскурс, один из моих любимых треков. Это постановочка под 3-ю передачу, под стеночку, разгон снизу, в лесу, очень прикольно, очень кайфово. Ну и плюс ко всему очень хочу для себя вообще понять, ракета повезет 3-ю передачу там или нет. Собственно говоря, все для этого сейчас сделал, затянул подвесочку, накачал колеса. Сейчас все проверим. Hi, bro. You good? Good. Good. Nice to see you. Nice to see you too. Good look. Yes, thank you. Shit. Это паренек с Австралии, когда первый раз я на Эбису приехал, мы с ним тут зазнакомились. Первый раз он, по-моему, тянул тачку сам с Австралии, катался на ней, а сейчас, по-моему, тут построил. Очень круто, катается на 81-х марках, прикольно. Красота тут. Кстати, народу вообще немного. Я думаю, сейчас спокойно покатаемся. Ване говорю, сделай стойки мягче, чтоб сейчас догонять пацанов. Он мне делает стойки мягче. Эта дура, нет, эта дура начинает скакать. Я, короче, ставлюсь, она вот так, бух-бух, я перекладку делаю в стену. На, я думаю, сука. скакал. Как лаврать. Да. Надо, короче, как я. только резину спускать. Самый главный момент, доводчик работает или нет? Да, работает, ничего не сломали, все четенько в зазорчиках. Это все исправим. Это, кстати, тюненные стопы новые. У Сергея Юрьевича вообще 2 тюненных стопа стоят. Кому надо, обращайтесь, он подскажет, где такие. Ты, сука, когда на ней едешь, предсказуемо, на ней ты не ощущаешь, где жопа.
Время 7 утра, у нас утренние сборы, едем расставляться, тренироваться, квалифицироваться. Надеюсь, что проходим квалу и едем в парные заезды. Ненавижу всю эту соревновательную историю за вот такие ранние подъемы. С каким кайфом мы до пятницы сюда приезжали, к 10 примерно, катались и уезжали. Сейчас вот это вот встать в 5 с чем-то, чтобы сюда приехать, это просто капец какой-то. Ну ничего, это всего лишь один день такая движуха, поэтому сейчас пойдем. Самое главное сегодня кайфануть и проснуться бы хотя бы чуть-чуть. А так вроде все норм. Газуем. Все, сейчас разгружаемся и погнали. Собственно, тот самый низший курс, на котором будут проходить соревнования. Конфигурация там будет снизу вверх. Машина очень сильно нагружается там, ей прям тяжело. Мне интересно, как поедет наша тачка, я уже сейчас буду там прикатываться. Владивостокские выдали номера 25-е. Тренировка у нас немножко не задалась. С первых заездов что-то с тачкой было не то. Я чувствовал, что тяга пропала. Тачка на буст просто не выходит и все. По итогу пробовали что-то там шерудить буст-контроллер. Ничего не помогало, тачка так и не ехала. А дальше подключили сканер. Наш брат Юра выявил, что здесь проблема с VVTi. Сейчас мы его меняем. По сути, не потренировались. Немножко я был так на взводе, потому что хотел сегодня раскататься на тренировке, но что-то все пошло не по плану. Еще 60 участников, всех выпустили в одну группу на тренировку. Ты стоишь там по 15-20 минут в очереди, это просто капец. Does it feel heavy? Very heavy. Very heavy, yeah. Big S, Yes. small power. Yeah. Good car. Thank you, bro. Переход скотча в капот даже не видно. Наклейка как будто здесь изначально была, выпускалась с завода. Alright, so we are now halfway through qualifying for G1 Grand Prix Round 1. We've run Group D and Group C. Group B is out on the start line waiting for the track to get touched up on the white lines. Touched up, can I say it like that? The white lines are getting repainted with chalk. Next driver, car 25 from Russia, Akhmedov Abaskulu.
если бы я вот так тренировался... Позавчера работал, вчера работал, и сегодня утром ебешь мозги. Конечно же, никакого чуда не произошло, в топ-32 мы не прошли, но вообще ничего страшного нет в этом. 60 участников, и это достаточно большая конкуренция, причем, что сейчас этот чемпионат, он как будто на пике. Единственный момент, я тренировался всю дорогу с неработающим VVTi, а это, по сути дела, мощности в тачке вообще нет. Машина очень слабо ехала, а сейчас на квале, когда она поехала, я просто охренел, я на этой постановке клочу, я понимаю, что я как будто сейчас перелечу. Ну, собственно, что и случилось. Второй заезд достаточно неплохой получился на сейве, но его не хватило. Мы отъехали от соревновательного процесса, пацаны там дальше катаются. Приехали сейчас на один из треков, будем дальше раскатываться, кайфовать, наслаждаться Эбису. Тут все так делают максимально кайфово. Тот же Джимми Окс, который тут тоже постоянно в топах, в топ-32 проиграл, сейчас полетел на Норс-курсе, катает уже. Вообще кайфово. Все на расслабоне, на кайфах. И это максимально правильная движуха. То есть никто не напряжен, никто ни с кем не конкурирует. Просто все пришли, все друг другу удачи желают. Неисправность, которая случилась, к сожалению, никогда не узнаешь, что в тачке может вот отрыгнуть, да, вот эта вот штука. Если бы с нами не было нашего чудо-электрика, который подсоединился и проверил это все, мы бы, наверное, и не нашли проблему. Мы бы копали и там, и там. Оказалась вообще какая-то маленькая деталь, которая у нас лежит, кстати говоря, новая в зипе. Мы ее поставили, и все супер. Короче, все, кайф. Продолжаем кататься, кайфовать и наслаждаться этой движухой. Предвиденный дождь. Но я думал, что он к соревнованиям будет, к квалификации, и у нас будет чуть больше преимущества на наших тяжелых и маломощных машинах. Ничего страшного, что он пошел именно сейчас вся банда тут, мы сейчас поедем кататься парным. Просто посмотрите, что тут у Макса случилось. Ему заехали в дверь. Это Влад заехал? А, он заехал? Офигеть просто. И подушка стрельнула. Серега, поздоровайся с подписчиками, моими. Привет, всем привет, ребята. Привет. Круто. Слушай, ну что, как тебе? Да, конечно же, с кайфом. Как может быть тут не с кайфом? Клево то, что тут такое, типа, русское комьюнити небольшое. И есть с кем покататься именно, потому что, ну, наверное... С чужими не все едут друг с другом. Мы когда первый раз были, не было русских, и никто не хочет с тобой ехать, боятся, ну это переживают. логично, да. Так же и, наверное, и ты как бы. Ну да, вот, да. Особенно, когда еще машина не твоя. Да, вот, да. Но это было круто, что клево погоняли. Вообще. Прикольно, да. Тачка шевелится очень хорошо со стороны. В целом, да. Ну и в целом. ты шаришь. Что Нормально. делать? Вы тоже неплохо катаетесь, кстати. Вот этот трек вообще. Крутой. Причем я смотрел и у тебя, естественно, в сторис, и там вообще в целом. Я думал, как тут страшно, какие тут хода. Да, Сам да. приехал такой, пипец, а потом в руль сел нормально. Я думаю, что Газом. постепенно наша русская комьюнити сюда переедет, и мы будем всей бандой тут гонять. Это круто, да. Не, я вообще с кайфом провел сегодняшний день на Nissan Silvia S14 SR20D. Рулится примерно, ну, как мои Сильвии, поэтому все окей. Рад вас Ворваться видеть вот так, вообще. взаимно. Мы, наверное, очень долго друг на друга подписаны, а встретились, по сути, вообще первый раз. 100%, Круто, да, так очень и круто. есть. Здесь, конечно, супер мека дрифта такая прям. Тусовка лютая Жесткая, вообще. да. Для меня открытие, что, короче, нет маршалов. Да, ты это заметил? жестко. Вакханалия лютая, ты Да. просто можешь ехать, кто-то врезался, ты проехал вокруг него. И что жестко. самое интересное, что серьезного ничего не Ну да. случается. Но до сегодня явно ничего не было. How are you, bro? How are you? Nice to see you, bro. Это наш брат из Испании, который своим ходом добрался до Владивостока, а потом с Владивостока привез тачку в Японию. И через некоторое время мы снова встретились здесь, в Японии. У них S2000 кайфуют, катаются по Японии, а мы, собственно говоря, вот встретились тут на Эбис. Well, the next year,
Crown convertible. Yes. Наверное, стало интересно, почему я облокотился на этот элитный автомобиль, на мою самую любимую сотую школу. А я вам сейчас все объясню. Я выехал на прогревочный заезд и просто свернул кардан на две части. Я просто сломал его на первом же круге. Проблема в том, что этот автомобиль с завода не идет на коробке. И вот как раз таки вот этот кардан, вот этот кусочек кардана, он кастомный. Его где-то тут в Японии ребята делают, типа балансируют, но сделан он, по моему мнению, не так хорошо, как хотелось бы. И поэтому, скорее всего, он просто сломался. Ребята из Акибона сегодня приехали на Мацури, на движуху, чтобы посмотреть. И мало того, что посмотреть, еще и поучаствовать. И привезли несколько дрифт-тачек. Краун, на котором я в тот раз дрифтил, и сотую элиту. На Крауне сейчас ездит Никитос. Никитос — это один из ребят из Акибона. Он несколько месяцев уже катается на этом Крауне, тренируется и на сегодняшний день имеет достаточно хороший опыт. Я вам скажу так, за 2 месяца с нуля вот так ездить — это очень сильно. Никитосу респект, и сегодня мы с ним даже парно прокатимся, я в этом уверен. Потому что со стороны я посмотрел, он едет достаточно стабильно. Ну, сотая школа, она и в Африке сотая школа. Первый GZ, 154, выворот, килограмм буста. Все по школе. Я сам езжу на сотике. Очень знакомо мне поведение этой тачки, поэтому я думаю, проблем у меня с ней не будет. Чуть-чуть поднастрою подвесочку под себя и полетим. Также ребята ворвались сюда на русской технике. Японцы все в шоке. Буханка, на которой мы в тот раз катались, так еще и Урал привезли. Японцы в шоке. Все в шоке. Нереально круто. Нереально крутая атмосфера. Пацанам с Акибона огромный респект, что даже в такие сложные, казалось бы, моменты действительно Краун вышел из строя, наверное, в самый неподходящий момент. Приволокли вот эту ракету и дали просто насладиться сегодняшним Мацури по полной. Мы сейчас врываемся во всю эту движуху. Я надеюсь, техника нас больше подводить не будет и постараемся раздать максимального стиля. Вообще хорошо, стабильно, прям так хорошо едет. Тормоза, я все дергаю, все, что знаю. Не, молодец. Офигенно, слушай, тачка вообще хорошая. Надо только рейку поменять, и я думаю, вообще будет супер. В смысле, она будет с такой легкостью все делать. Сука, сотик школа.
просто посмотрите, как почистили минами. Тут как будто ничего и не было. Как я уже говорил ранее, 3 раза в год его чистят для этого мероприятия, и в этот раз его почистили как никогда. Я особо сюда ехать не хочу, я в тот раз прокатился, мне этого достаточно. Трек очень сильно нагружает и убивает подвеску машины, и не очень хотелось бы просто здесь попрыгав, сломать что-то и остаться вообще без дрифта. Движуха продолжается, мы на ночном Норс-курсе. Пацаны там стоят в очереди на заезд, мы чуть раньше приехали, чтобы немножко разведать обстановку. Сейчас пацаны привезут тачку, и мы продолжим здесь всаживать. Просто нереально круто. Весь день дрифта, честно говоря, как будто даже не насытился. Еще и еще хочется. 3 часа до окончания движухи, а мы катаемся по полной. I can feel the thunder beating on my bones, and lightning lights the sky. On my way home, on my way home, on my way home, on my way home, on my way home. But I still know which way to go. Yeah, I still know which way to go. Тишина на Норс-курсе не потому, что движуха закончилась, а потому что на трассе снова что-то случилось. Вакханалия снова лютейшая, даже несмотря на то, что в этот ивент сильно меньше людей приехало, чем в тот раз. Все равно полный трэш. Мы на трек заезжали только час. Все сейчас тут, все катаются, все кайфуют. Я вот уже не раз говорил, и в тот раз я об этом говорил. Мы будто в стриту, в каком-то диком стриту, где просто лютая вакханалия, лютый движ. Но каждые несколько заездов что-то тут случается. I still see their faces every single day. I still see their faces every single day. Every single day. Every single day. Этот невероятный просто день закончился. Это просто, у меня нет слов, одни эмоции. Я вот только-только свежачком с заключительных заездов этого дня Мацури, невероятного дня Мацури. Последние заезды 4-5 мы сделали с Джимми Оксом, максимально близкие просто. В смысле, это просто нереально круто. Я настолько кайфанул сегодня, что просто капец. 100-я школа самая сильная. Я как будто на своем марке тут раздавал. Ну нереально круто. Тачка рулит, тачка все чувствует. И причем, что за счет этого удалось максимальные близкие парные заезды показать. Нам натерли двери, мы тут понатирали двери. Таких парных заездов я здесь не делал. Я давно таких парных заездов не делал. Тяжело, конечно, среди всех вот этих вот чирков найти свой, но где-то тут
мой след тоже остался. Джимми Окс вообще силовик, в смысле, он так круто едет. Прям как нужно, дает подъехать. Ну и на нашей тачке тоже остался след от Джимми Окса. Первый, кстати, по-моему, след такой прям, что под шины. Яму объедем. Вот и закончилось очередное японское приключение. Честно, каждый раз приезжая сюда в Японию, я думаю, что лучше, чем тогда, точно не будет. И каждый раз я ошибаюсь. Невероятнейший респект ребятам из Акибона за то, что вновь дали сотворить эту историю, за то, что дали прикоснуться к легенде. Ну и по традиции в конце ролика розыгрыш. В этот раз я хочу, чтобы большее количество людей получило частичку этой истории. И сейчас немножко расскажу о ништяках. Здесь мерч именно весеннего Мацури. Можно заметить в таком весеннем стиле розовый флаг. Здесь указана дата, год, ну и, собственно говоря, принт именно этого Мацури. У нас тут асфальт с минами, в тот раз народу очень зашло, поэтому я его еще взял, наклеечки. А также ребята из Акибона подогнали нам японских номеров, которые я также среди подписоты разыграю. И это малая часть призов, которые я везу с Японии. Условия максимально просты, как всегда. Нужно написать всего лишь комментарий и нужно быть подписанным на этот канал. Всем спасибо большое за просмотр, желаю каждому удачи в розыгрыше и до новых встреч. Серега, как тут заднюю включи? Мы заднюю не даем. Вообще пусто. Ой. Small power. Нахуй не едет. Это видео. Я всегда отношусь к этому так. Пошло нахуй. Если что-то с тачкой произошло, значит это оберег от какой-то, возможно, серьезной ситуации. Ну какого хуя она опять не работает, а? Ну ты что за хуйня ебаная, а? Вот оно так случилось, значит так и суждено было быть. Зато красиво.